Мы видим, как планомерно, но верно, значит, ситуация в сфере межнациональных отношений ухудшается, нагнетается, и происходит вот такое взаимное озлобление. И здесь наша глубокая уверенность, что это не естественный процесс. Во многом это, значит, вещь, которая обусловлена какими-то искусственными силами, которые целенаправленно таким образом решают свои какие-то задачи. И ноги здесь могут расти из-за рубежа. Россия многонациональная, многоконфессиональная страна, и вопросы межнационального мира и согласия являются суверенитетообразующими. И здесь понимание данного фактора значит, обусловило последнее время и возникновение Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, разработки стратегии государственной национальной политики. И в данном случае, значит, поэтому вопрос на самом деле очень важен. По нашему мнению, существует множество факторов, которые усугубляют межнациональные отношения, но среди наиболее таких важных мы бы выделили две группы факторов, которые можно разделить на искусственные факторы и естественные, объективные факторы. К искусственной группе факторов мы бы отнесли это деятельность ряда СМИ и деятельность ультранационалистических общественных организаций, которые целенаправленно расшатывают ситуацию. Что касается СМИ, главный катализатор, который усугубляет межнациональные отношения, рождает межнациональную ненависть и так далее. Я приведу один простой пример, и тут сразу станет понятно, как это происходит. В августе месяце в интернете, в блогосфере, на блоге у одного молодого человека с Краснодарского края появился материал, в котором он в красках описывал, как в его родное село зашли строители из соседнего поселка, чеченцы, дагестанцы по национальности, пьяные, а это был месяц Рамадан, священный для мусульман месяц, и начали избивать, значит, всех подряд, женщин, детей, беременных женщин, стариков, и в красках это было все расписано так, что, конечно, переполняло эмоции даже у самих кавказцев, которые это читали. Тут же это перепубликовала русская служба новостей, тут же это перепубликовала «Эхо Москвы», значит, в интернете поднялся вой, опять же, кавказофобские настроения, рождение этой межнациональной ненависти, началось разбирательство, и выяснилось, что данный молодой человек, который это разместил, действительно там с кем-то повздорил, строителями, существующие в реальности, по соседству, там тоже действительно чеченцы и дагестанцы, с кем-то подрался. И, значит, чтобы отомстить, написал такой материал, закинул в интернет. То есть это все оказалось выдумка. Ну, с ним будут разбираться, он получит свою какую-то статью, я не знаю. Но какую ответственность понесут за это СМИ, которые опять, значит, толкнуло наше общество на грань межнациональной вражды. И таких примеров на самом деле масса, и в данном случае здесь нужна работа системная, и, к сожалению, значит, силами общественности это невозможно сделать. Были неоднократные попытки регулировать действия СМИ и создания совета, общественного совета при телевидении, которые двигали такие мощные институты, как Русская Православная Церковь и Совет Федерации, однако даже такие институты оказались бессильны против деятельности средств массовой информации, которые имеют более сильных покровителей, очевидно. Значит, второй фактор, понятно, да, это деятельность таких провокационных националистических организаций, к которым еще недавно, сейчас перестала существовать, относилась организация типа ДПНИ, тенденциозно освещающая на своих ресурсах все события, связанные с мигрантами, кавказцами, освещая все самое плохое, искажая, преувеличивая, значит, и тут же их активисты появлялись там, где возникал какой-то конфликт, начинали будоражить общественность, настраивая против мигрантов и кавказцев. И это, конечно, тоже вносит свою лепту в усугубление межнациональных конфликтов. Ко второй группе факторов относятся объективные факторы. Нельзя сказать, что все искусственно и все значит, в нашей стране спровоцировано с кем-то. Да? Естественно, имеются предпосылки, и если бы их не было, наверное, и невозможно было бы и искусственно что-то спровоцировать. Главная предпосылка – это сильное социальное расслоение в нашем обществе, это ржавость социальных лифтов, это, скажем так, слабые перспективы для самореализации для молодежи, отсутствие равных возможностей.
ну, я не знаю, вот кто экономист понимает, что индекс Джини в нашей стране в 2010 году вот был 0,420. То есть это огромное расслоение. Разница между 10% самых богатых и 10% самых бедных в России составляет от 35 до 40 раз. А в советское же время этот показатель был всего лишь 4 раза. Это, наверное, самый маленький показатель во всем мире был. Только скандинавские страны приблизились вот к такому вот, справедливому распределению ресурсов. В Советском Союзе это было. Сейчас же вот такое вот расслоение, которое приводит к тому, что очень часто социальный протест умело канализируется в национальный, то есть приобретает другие окраски. Второй очень важный фактор – это фрагментарность культурно-информационного пространства. То есть здесь вот как правильно сформулировать, даже не знаю, вот отсутствие, что ли, единой идеологии, единой вот какой-то воспитательной политики, да, в вузах, разные ценности. Это приводит к тому, что, например, ценности, интересы и убеждения молодежи, живущей в центральной части России, ценности, интересы и убеждения молодежи, живущей на Северном Кавказе, абсолютно разные интересы. И поэтому, когда они, значит, попадают в единую среду обитания, они между собой не общаются, потому что у них нет общих интересов. Здесь возобладает этническая общность, и, значит, люди тянутся к своим землякам. Если бы же были бы какие-то общие интересы, какие-то общие там, значит, ценности, то они бы возобладали над этнической общностью. И не было вот такой вот этнической сегрегации и обособления там, молодежи. Третий важный момент – это отсутствие системной и массовой работы в вузах и школах. То, чем раньше занимались пионерские и комсомольские организации. Через пионеры комсомол в советское время проходило до 80% молодых людей, которые на самом деле проходили настоящую школу и выходили уже вот, значит, с определенным мировоззрением, с определенной как бы, сформированной гражданской позицией. Она была там своя, конечно, в советское время, да, но была системная работа. После развала Советского Союза, значит, и уничтожения пионерских комсомольских организаций, расчет делался на общественные организации, которые должны были восполнить эту функцию, однако это не произошло. Сегодня общественными организациями охвачено 10-15% молодых людей. Они не пользуются таким большим интересом и спросом. В этой связи вот, это отдано на откуп вузам и школам. Каждый занимается этим как может. Где-то это получается успешно, да, вот эти вопросы решать, в том числе интернационального воспитания, вопросы патриотического воспитания там, и так далее. Где-то это вообще не получается в каких-то вузах. Вот все в разнобой. И здесь нужна какая-то единая вот работа, какая-то единая методология, единый подход по всей стране, да. Вот это вот наиболее важные факторы, решая которых, если решить которые, можно продвинуться вот в этом отношении и добиться существенных успехов в гармонизации межнациональных, межэтнических отношений. Вот, значит, следствие, к чему приводит вот такая ситуация, когда молодежь, например, в городе приезжает на обучение в город Москву, то, как правило, она тянется к своим землякам, потому что они с ними уютно, комфортно, интересней, значит, формируются такие неформальные сообщества земляческого характера, как правило, они формируются в вузах, значит, сталкиваясь с какими-то фактами ксенофобии, дискриминации, или, которые имеют место быть, это, что скрывать, единичные, конечно, и даже очень часто, читая интернет, вот, в них начинают бродить какие-то экстремистские настроения, они радикализируются, они считают, что, значит, вот, не чувствуют свою сопричастность, если не проводить с ними вовремя системной работы, если их не вовлекать в какие-то проекты и мероприятия, если их не задействовать в чем-то, и тогда, конечно, ситуация немножко иная. И вот когда эти, значит, представители земляческих сообществ сталкиваются с другой крайностью, это малообеспеченная молодежь местная из там, Москвы, Подмосковья, которая имеет тоже свои там, определенные там, недостатки, то возникают массовые межнациональные конфликты, которые очень часто на Манежной площади были в 2007-2008, так периодически возникают.
очень часто между собой представители земляческих сообществ, особенно вот кавказских, делят что-то между собой. Часто эти конфликты обусловлены историей взаимоотношений между народами, да, какими-то конфликтами вооруженными, имевшими место быть на родине, они сегодня транслируются сюда, когда вот представители молодежи сталкиваются. Поэтому, если с ними не проводить системную работу в вузах и школах и в целом не проводить работу, то, значит, проблема решаться не будет. Года 3, как, значит, реализуем вот некий подход, который у нас выразился в создании организации Союза студенческих землячеств. Его суть заключается в том, что мы начали создавать в московских вузах интернациональные структуры студенческого самоуправления. Они где-то называются клубами интернациональной дружбы, где-то советы землячеств, где-то палаты национальности. Вот, значит, создавая структуры в партнерстве с вузами, потому что Союз землячеств возник на основе решения Президиума Совета ректоров Москвы и Московской области, значит, мы вовлекаем туда лидеров разной национальности, потом объединяем эти структуры на уровне города и на базе этих структур проводим комплекс мероприятий, направленных на знакомство, сближение молодежи разной национальности через проекты и мероприятия.